Здравствуйте. Зовут меня Дарья, и сегодня у нас такой забавный день. Ну, в нем ничего такого забавного нету, поскольку все же мы сняли одно видео по вопросам наших зрителей. Сняли вот с этим конем, которого зовут Маквин. Ему 2,5 года, его уже пора заезжать. Вот. Но у нас есть какое-то время, и опять же в ответ на вопрос наших зрителей, как же заезжать молодую лошадь, когда на нее подсаживаться, на жеребенка, во сколько и как это делать, мы все-таки решили сделать и немножечко такой сюжет, поскольку вот у нас есть конь, на которого еще не садились верхом, но он у нас уже готов к этому, то есть он, на него надевали седло, он заезжен зимой в санки, готовится к заездке в европейку, вот, но верхом на него еще не садились. И у нас есть немножко времени, и, в общем-то, я решила все-таки сегодня попробовать на него забраться верхом, посмотреть, что у нас из этого получится. Вот. Но мне потребуется, конечно, помощник, который будет придерживать коня, и лавочка, с которой я буду на него залазить. Вот. Но почему лавочка? Потому что я все-таки не очень люблю падать. Вот. Я не очень люблю всевозможные экстрим. И стараюсь все-таки, во-первых, садиться на лошадь первый раз на неоседланную. Для чего? Чтобы лошадь лучше чувствовала меня. Ну, потому что лошадь привыкла к тому, что ее гладят, к тому, что человек к ней прикасается, к его каким-то, скажем так, он обнимается, опирается на лошадь. Лошадь к этому уже привыкла. И к человеку сверху без, скажем так, без каких-то посредников в виде седла, лошадь тоже, в принципе, должна привыкнуть быстро. Вот. Ну, а седло, оно может усугубить падение, если человек за него зацепился нечаянно или ударился, как-то в этом нет ничего приятного. Ну, а если ты садишься на лошадь без седла, то можно ухватиться за гриву и спуститься очень мягко и аккуратно. Ну, а я, в общем-то, залезаю всегда на лошадь с лавочки, а не запрыгиваю, конечно же, и не, скажем так, не подпрыгиваю, не пугаю лошадь, потому что лошадь по своей природе жертва, и она травоядная, а человек все-таки всеядное существо, в общем-то, в чем-то хищник. И если человек оказывается на лошади вдруг, то лошадь может воспринять такую атаку, такое нападение, как опасность для своей жизни. И может дернуться, побежать и попытаться человека скинуть. Ну, а если мы делаем это потихонечку, облокачиваясь, так вот, приучая лошадь к нагрузке на ее спину, то есть вот можно облокотиться, можно подняться повыше и даже лечь вот так вот, вроде стоит, лечь на лошадь или присесть, опять же, делая такую достаточно большую нагрузку, чем она была раньше на спину лошади. Это непривычная для нее нагрузка. Вот. Чтобы лошадь не пугалась и привыкала к этому. Причем сбалансировать она себя должна с новым весом. И тоже не испугаться этого баланса. Сейчас я буду потихонечку, опираясь на лошадь, перекидывать свою ногу. Это самый страшный момент. Главное, чтобы лошадь не рванула через коновязь, не упрыгала через забор, не оставила меня где-нибудь на этих препятствиях. Ну вот смотрю, что он спокоен. Ну, конечно, ему интересно, что я тут делаю. Но, смотрите, я придерживаюсь за гриву всегда. Почему? Чтобы в любой момент я могла соскочить с лошади и оказаться не под нею. Тихо, не по... стоять. Тихо. Не под нею, а сбоку. Это важно. Вот. Коновязь тоже здесь возле меня. Я могу за нее прихватиться. И помните, когда вы садитесь на лошадь, что вначале вы как бы должны быть на уровне морды лошади, то есть на привычной высоте для лошади. Потому что, как я уже сказала раньше, когда вы окажетесь сверху, лошадь может от неожиданности испугаться. Вот. Ну вот я стою рядом, а для этого лавочка очень хорошо помогает. И теперь я еще раз на лошадь сажусь. Вот, он внимателен ко мне, смотрит на меня, да. Ну, смотрю, вроде как не боится. Теперь я сяду, тихо, сяду полностью на него.
Да, молодец, хорошо. Вот, я сижу, он стоит. Молодец, хорошо. Немножко поерзаю. Вот, вроде тоже стоит. Я живая? Хорошо, теперь я попробую спуститься с этой стороны лошади. Почему не стой? Потому что мы приучаем с самого начала, как я уже говорила где-то, приучаем лошадь к тому, что на нее садятся и слезают с разных сторон. Потому что эти лошади, которых мы воспитываем, они в дальнейшем нужны будут для работы, для конного туризма, для, скажем, каких-то конных походов. Ну и, в общем-то, для того, чтобы их владелец мог в любой момент в своих путешествиях по пересеченной местности сесть на лошадь так, как ему будет удобно. Я спускаюсь с этой, оп, села на коновязь и спустилась с этой стороны. Опа, мы обошли вокруг лавочки, ничего страшного. Теперь пробуем сесть на лошадь с другой стороны, с этой. Так, стоим, Мася, стой. Так, я уже делаю свои движения более резкими, наверное, да? Для чего это делаю так? Ну, потому что лошадь должна все-таки привыкать к моему нахождению на ней, к опоре на нее. Так, хорошо, ты умничка, ты молодец. Хороший мальчик. Тихо, тихо, тихо. Молодец. Хорошо. Вот. Опять же, мы делаем это в каких-то таких местах, где есть опора меня на что-то. Я могу соскочить. Вот сейчас я опираюсь на забор. Это мне удобно. Хорошо. Умница. Я спускаюсь с другой стороны от лошади. Стоять. Хорошо. Молодец. Ну, а тут отпусти, чтобы он обошел лавку. Да, прими. Так, и еще разочек. Стоим. Так, еще разок. Мы сделаем то же самое. Стой. Ты молодец, хорошо. Ты умничка. Тихо, 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 тихо. Тихо. Молодец. Хорошо. Ты молодец. Смотрю, ему не очень нравится это мероприятие. Ну что же, должен к этому привыкнуть. Стоим. Молодец. Хорошо. Ну, я не знаю, стоит ли сегодня нам идти по такой грязи и по такой воде в поводу. Мне не очень хочется упасть в эту лужу. Ну, а вдруг у нас все получится? Как мы? Попробуем или нет? Но в любом случае для такого, скажем, испытания психики коня и моей мне нужно два помощника. Один будет вести коня на чомбуре, другой будет придерживать его за недоуздок. И вот эти первые шаги лошади под всадником, они самые важные. То есть мы не должны дать ему понять, что нужно прыгать и бежать, и в то же время, успокаивая его, дать понять, что возить человек наверху, ну, на себе, это как возить любой другой груз, который он уже пытался возить, уже возил у нас седло, даже мешок какой-то, да, у нас висел. Что, он там тебя облизывает, что ли? Вот. Ну что, хорошо, сейчас я тогда немножко отодвину лавку, ко мне подойдут помощники, или, вот лавку мы уже отодвинули, отлично. Так, ну что, помощники, Валентин, ты тогда держи за недоуздок коня, а Екатерина будет держать его за чомбур. И мы сделаем несколько шагов вперед, причем помните, что я в любой момент могу соскочить, держи его крепко.
чтобы он вас не... И по чуть-чуть, шажочек, маленький шажочек. Первый шаг, самый маленький. Самый. Ой, ай, молодец, хорошо. Вот мы сделали первый шаг. Это самый важный шаг. Обычно на первом шагу лошадь пугается. Сделаем еще один шаг. Один. Ай, ты молодец. Так, второй шаг еще важнее, потому что он попробовал, как это. И теперь мы можем сказать: о, я не хочу вести человека. Тише, мой зайка, ты молодец. Еще маленький шажок. Ай, ты умница. Держите голову вниз. Вниз. Ай, ты молодец, хорошо. Еще шажочек, шаг. Шаг. Ай, умница, ты молодец. Хорошо. И потихонечку 2 шага. 2. Ай, ты умница, ты умница. Умничка. И старайся немножко ослаблять руку, когда он расслабится. Еще 2 шага. Ты молодец, ты молодец, ты молодец, ты молодец. Ну и так потихонечку, медленными шажочками, равномерно идем, делая такой небольшой кружочек. Потихоньку, очень медленно. Все, не к забору, наружу идем. Потихоньку. Налево, 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 налево. Круг делаем небольшой. Тише. Ай, молодец, хорошо. Потихонечку, дай. Ай, ты умница, ай, ты молодец. Ты молодец. Ты молодец. Ты молодец. Тише. Ты молодец. Хорошо. Вперед. Шагом, 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 шагом. Умничка. Шагом, шагом, хорошо. Шагом, шагом, хорошо. Молодец, молодец, молодец. Еще. Ты молодец, хорошо, хорошо, хорошо. Ай, ты умница. Молодец. Пришли. Хорошо. Хорошо, пока не цепляем. Сейчас сделаем еще то же самое, еще один раз. Так, проходи туда, наверное, тебе удобнее оттуда выйти. Нет? Ты мой сладкий, а ты мой зайка. Потихоньку, очень медленно, потихоньку, чтобы он каждый шаг успевал уравновеситься. Оп. Ай, ты молодец. Ты молодец. Вперед, вперед, вперед. Хорошо, вперед. Вот, он уже пошел свободнее. Вперед, хорошо. И старайтесь ровнее его держать, чтобы он не боком, а ровненько. Теперь на Катю. Поворачиваем на Катю, на Катю. На Катю. Вот, хорошо. Ты молодец. Не тяни его голову к себе, чтобы он шел ровно. Еще левее голову. Ага, хорошо. Ты умничка. Ты мой хороший мальчик. Ты молодец. Вот он уже пошел легче. Угу, хорошо. Отлично. Хорошо. Так. И давайте еще разочек. Еще разок. Тише, 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 тише. Давай, вперед, вперед. Молодец, молодец, хорошо. Вот он совсем расслабляется. Ты умничка. Хорошо, хорошо. Молодчинка. Ой, ай, ты молодец. Вот сейчас он расслабил шею. Я делаю ему массаж холки. Он шею расслабляет и везет меня легче, потому что он скругляет спину, и ему легче вести всадника. Так. Стоим. Умничка. Ну что, теперь мы пройдем немножечко больше. Пройдем по прямой. Сейчас сделаем тот же поворотик и пройдем немножко по прямой, где-то до середины плаца, и вернемся назад. Старайтесь вести его ровно. Ровно, чтобы он расслаблялся. Аккуратно. Ты молодец. Хорошо. Я буду ему массаж делать. Он уже идет спокойно, свободно. Сейчас налево поворачиваем. Налево. Хорошо. И вот по дорожке, вот здесь мимо куриц, потихоньку идем.
Ай, ты умница. Теперь его остановите. Стой, стой. Стоим, стоим, молодец, стоим, хорошо. Стоим, стоим, мой зайка. Ты умничка. Вперед, вперед. Он знает эти команды. Он работает на них на вожжах. Голову вниз держим всегда. На вожжах работает. И он эти команды все-таки уже знает. Вперед, вперед, зайка, вперед. Ай, ты молодец. Тише, шагом. Шагом, шагом, тише, шагом, налево. Сейчас налево идем. Тише, 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 голову вниз. Ты молодец, хорошо, ты умничка, 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 молодец. Хорошо, хорошо, умница, хорошо, 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 хорошо. Ты молодец. Угу. Ну все, на сегодня, наверное, нам достаточно будет. Тише, мой зайка, тише, тише. Расслабь немножко чомбур. Угу. Хорошо. Отлично. Приехали. Ну, на сегодня, наверное, наше с ним занятие подошло к концу. Ему достаточно этих упражнений. Главное, что лошадь почувствовала вес всадника. Она сделала это спокойно. Без нервов, без каких-то прыжков, без каких-то, скажем так, эмоциональных проявлений. То есть это для лошади должно быть достаточно естественным уроком, как и все прочие уроки. Он зацепился. Все прочие уроки, тихо, почесаться надо, которые мы делали раньше. Ну вот он, смотрю, ведет себя. Тихо. Ну, не давай ему чесаться. Он может зацепиться и занервничать. Как все уроки, которые мы с ним проходили раньше, он воспринял это очень даже хорошо и спокойно. Ну, вот начальный этап заездки под верх. Самое первое звено и очень важное конем пройдено. Дальше уже дело пойдет проще и легче, потому что конь будет воспринимать дальнейшее продвижение уже как развитие данного опыта. Ну что, смотрите наш канал. Всего хорошего, до свидания.